Всем привет! Вы на канале Пшеничный Рост, с вами Пшеничный, и если мою фамилию можно ассоциировать с растением, то смартфон Xiaomi у многих ассоциируется с хорошим соотношением цены и качества. Когда в кармане не густо, а хороший смартфон хочется, на ум сразу приходит именно Xiaomi. Недаром про устройство бренда появился мем «Топ за свои деньги». Но вот в чем дилемма. На рынке десятки моделей Xiaomi, а также ее дочерних брендов Redmi и Poco. Разброс цен просто огромный. И не все телефоны Xiaomi хорошие, но некоторые заслуживают внимания. Чтобы вам было намного проще определиться, в этом видео будут лучшие представители смартфонов от Xiaomi, поэтому обязательно смотри его до конца, чтобы узнать о всех лучших представителях этого бренда. Лайк и подписка, если ты еще этого не сделал, что конечно странно. И погнали! И начать я хочу с одной из самых продвинутых моделей Xiaomi 13 Ultra. Сейчас этот смартфон достаточно дорогой, но на AliExpress у официального представителя его можно купить примерно за $900. Смартфон включает в себя почти все новейшие технологии, большинство из которых недоступны в более дешевых моделях. Качество съемки является основным преимуществом. Но вы же любите хорошие четкие снимки. В наше время без камер просто никуда. Здесь 4 модуля по 50 мегапикселей с качественной оптикой и продвинутыми алгоритмами. Почти как зеркальные фотоаппараты, основная камера имеет переменную диафрагму. В дополнительной камере можно наблюдать сверхширокоугольные панорамы с углом обзора 122 градуса. Кроме того, две дополнительные камеры необходимы для съемки удаленных объектов с увеличением 3,2 и 5 раз без потери качества. У смартфона один из лучших OLED-дисплеев на рынке, а экран действительно большой – 6,73 дюйма. Не все гоняются за большими размерами, но в большинстве случаев быть обладателем такого немаленького аппарата станет вашим достоинством. Он имеет высокое разрешение 1440 на 3200 пикселей и максимальную яркость 2600 нит, что делает его идеальным в любом свете. Для экономии энергии технология LTPO рекомендует 120 Гц. Процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативки и 512 внутренней памяти. Смартфон занимает первое место почти в каждом тесте производительности. При этом в течение следующих нескольких лет он будет легко запускать игры с максимальной графикой. Быстрая зарядка с мощностью 90 Вт зарядит смартфон примерно за полчаса, а в это время вы сможете насладиться искусственной кожей на задней панели Xiaomi. Ну а для тех, кто переживает за свободное место в карманах и при этом не хочет тратить много денег, Xiaomi выпустили модель 13 Lite. Смартфоны Xiaomi с приставкой Lite — это упрощенные модели, которые стильно выглядят и быстро работают, но стоят дешевле топовых устройств. Xiaomi 13 Lite весит 171 грамм, легче большинства современных смартфонов. Экран крупный, 6,55 дюйма, но небольшая ширина корпуса позволяет пользоваться устройством одной рукой. Защиты от воды и беспроводной зарядки здесь нет, этим пришлось пожертвовать, чтобы снизить цену. Емкость батареи 4500 мАч, можно рассчитывать на день автономной работы. А быстрая зарядка на 67 Вт не самая быстрая, но сможет зарядить батарею с 0 до 100% примерно за 45 минут. Дисплей отличный, яркая OLED-панель с сочными цветами и повышенной частотой обновления 120 Гц. Вместе с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Конечно, слабее флагманских чипов, но его мощности достаточно, чтобы смартфон не тормозил. Практически во все игрушки вы спокойно сможете играть на средних настройках графики. Оперативной памяти 8 ГБ, встроенной может быть 128 или 256. Конечно, с такими размерами пришлось немного пожертвовать камерами. Тут они средние. Основной модуль на 50 мегапикселей делает неплохие кадры днем, но в сложных условиях, например в темноте или в помещении с плохим освещением, может смазывать снимки. Также предусмотрен сверхширокоугольный объектив для съемки панорам и макромодуль, чтобы фотографировать крошечные объекты вблизи. У Xiaomi 13 Lite не лучшая начинка в своем классе, даже в других линейках Xiaomi есть модели мощнее за те же деньги, но ничего компактнее и удобнее компания в среднем классе не выпускает. Тем более, что он вам обойдется в $300-350. Ссылки на покупки всех смартфонов по лучшей цене будут в описании. Однако, есть неплохая альтернатива Xiaomi 13 Lite, хоть и в 2 раза дороже, и это уже полноценный флагман. Он еще компактнее и легче, чем Lite версия, но цена в районе $600. При этом вы получаете топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти, есть защита от воды IP68 и беспроводная зарядка. Но камеры заметно хуже. Очень часто смазы при съемке и не очень высокий уровень детализации. Если нужен топовый процессор в компактном корпусе и защита от воды, можно присмотреться к Xiaomi 13. Но среди Android флагманов других производителей есть более интересные компактные модели.
вроде Asus Zenfone 10 или Samsung Galaxy S23. Оптимальным же выбором можно считать представителя от Poco. Poco F5 это не самый интересный по дизайну представитель Xiaomi. Типичный такой кирпич. Зато по начинке это лучшее устройство в среднем сегменте. Совсем новый процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 это лучший чип для нефлагманских смартфонов. С таким железом, как у этого монстра, Poco F5 вполне можно назвать игровым устройством. Все актуальные хиты запускаются на максимальных настройках графики. 12 гигабайт оперативной и 256 встроенной памяти, как в топовых моделях, которая стоит в 3 раза дороже. По работе с ним точно проблем не будет, работает быстро и отзывчиво, оптимальный надежный аппарат. Ну вот только экран тут среднего уровня. AMOLED матрица с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. На летнем солнце экран остается легко читаемым, пусть он и не такой яркий, как у флагманов. Камеры примерно такие же, как и в Xiaomi 13 Lite. Есть основной модуль, ультраширокоугольный и макрообъектив. Качество снимков среднее. Автономность нормальная, можно рассчитывать на день-полтора активного использования. А с помощью комплектной быстрой зарядки на 67 Вт смартфон полностью заряжается примерно за 50 минут, чего на мой взгляд более чем достаточно, учитывая, что смартфон вам обойдется в $370. Конечно, в качестве альтернативы, но гораздо более медленной альтернативы, можно взять Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus на $50 дешевле. Но в данном случае нужно быть готовым, что процессор MediaTek Dimensity 1080 примерно на треть слабее чипсетов Poco F5. Зато у Redmi Note 12 Pro Plus лучше камера с разрешением 200 мегапикселей и неплохой оптической стабилизацией. Его действительно стоит похвалить за хорошие кадры. А вы можете поставить лайк этому видео и подписаться, что тоже достойно похвалы. Еще один бонус Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus — быстрая зарядка на 120 Вт. Батарея полностью заряжается всего за 30 минут, это один из лучших результатов в среднем сегменте. Если нужна хорошая камера дешевле $350, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus может стать оптимальным выбором, и не придется тратить все сбережения. Однако, при всем при этом, лучшим до $350 я бы назвал Poco X5 Pro. Poco X5 Pro стоит недорого, быстро работает, неплохо снимает и оснащен отличным экраном для своего сегмента. Что еще вам нужно от смартфона? Качество дисплея отличное, не уступает моделям вдвое дороже по яркости и четкости. При этом установлена AMOLED панель с идеальным черным цветом, поддержкой HDR и насыщенными цветами. Что немаловажно, модель продается в разных цветах, но самый интересный — желтый. Конечно, Snapdragon 778G 5G слабее, чем в Poco F5 или Xiaomi 13 Lite, но он достаточно мощный, чтобы приложения и интерфейсы работали быстро и плавно, а порубаться даже в самые требовательные игры, пока вы на работе, можно будет на средних настройках графики. Напишите, кстати, в комментариях, во что можно поиграть. Бывают у меня такие минуты, но с игрой так и не могу определиться. С камерами, кстати, тут тоже все в порядке, она тройная и отрабатывает по максимуму. При хорошем свете получаются четкие кадры с насыщенной цветопередачей. Чем хуже освещение, тем менее четкие будут получаться кадры. У смартфона оптимальная емкость аккумулятора 5000 мАч. От одного заряда он работает день-полтора. В комплекте есть мощный адаптер на 67 Вт, от него Poco X5 Pro заряжается до 100% за 50 минут. Если же вы ищете еще более доступный вариант, то следующие два смартфона для вас. Xiaomi Redmi 12 недорогой гаджет со скромным, но вполне современным дизайном. Причем боковые грани у него плоские, из-за них аппарат удобно держать, он не выскальзывает. Смартфон тонкий и легкий, но компактным его не назовешь из-за крупного экрана. Несмотря на невысокую стоимость, модель получила отличный дисплей, который мало чем уступает Poco X5 Pro. Это красочный AMOLED экран с пиковой яркостью до 1200 нит, прикрытый закаленным стеклом. Частота обновления дисплея 120 Гц, меню и веб-страницы пролистываются очень плавно, но в играх на подобное можно не рассчитывать из-за слабого процессора, потому что здесь установлен Snapdragon 685. Это чип начального уровня. Переключение между приложениями иногда может происходить с задержкой, но откровенных тормозов почти не бывает. Про качество камеры говорить особо нечего, детализация невысокая. Ночные кадры чаще всего выходят смазанными и зашумленными, не лучше и не хуже других бюджетных устройств. Для $160 пойдет. Ну а если вам нужно уложиться в сотку, тогда берите Xiaomi Redmi 12CS. Смартфон подойдет для звонков, общения в социальных сетях и использования банковских приложений. У Xiaomi Redmi 12C простой IPS экран с HD разрешением и невысокой яркостью. С близкого расстояния можно заметить отдельные пиксели, а на солнце изображение бывает трудно разобрать. Но что вы хотели за столь скромный бюджет? Звонит, сильно не тормозит, это уже неплохо. При этом за корпус его можно похвалить.
заметить, он сделан из пластика с ребристым покрытием, которое сложно поцарапать, весьма практичное решение. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, хватит на пару дней использования. Поиграть на нем тоже можно. Производительности процессора MediaTek Helio G85 хватит для запуска простых игр. Приложения будут открываться с небольшой задержкой, а рабочие столы с виджетами могут подтормаживать. На устройствах с такой начинкой желательно не держать много приложений в фоновом режиме, с ним телефон будет работать еще медленнее. В ценовом сегменте до $100 все смартфоны работают примерно так же задумчиво. А знаешь, за что я люблю современные смартфоны по-настоящему? Конечно, за невероятное качество камер, которое уже сравнимо с зеркальными фотоаппаратами, иногда даже их превосходит. В этом видео будут самые лучшие камерафоны на данный момент, его тоже обязательно посмотри.